Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня в видео я расскажу вам, с чем можно сравнить новый Xbox Series X, как идут продажи Ryzen 5000 в Германии и как видеокарта RTX 3060 Ti всплывает уже где только можно. Обо всем этом и о многом другом вы узнаете в этом ролике, а если у вас есть какие-то вопросы по сборке ПК или подбору комплектующих, то вы всегда их можете задать в моем Дискорде. И с вашего позволения я начну с продаж нового Xbox Series X. Согласно заявлению Microsoft, за первые 24 часа было продано больше новых консолей, чем на старте любого другого поколения Xbox. При этом Series S добавила самый высокий процент новых игроков по сравнению с любыми другими консолями Xbox на запуске. Они также отметили, что 70% систем Xbox Series уже привязаны к новым и существующим подпискам Xbox Game Pass. Тем временем ресурс Digital Foundry провел тестирование свежей игры Watch Dogs Legion с трассировкой лучей на консоли Xbox Series X, а также на игровом ПК с видеокартами RTX. Выяснилось, что без эффектов Ray Tracing старшая консоль обеспечивает производительность на уровне RTX 2080, но стоит включить лучи в настройках, и Xbox Series X начинает демонстрировать производительность хуже, чем 2060 Super. Digital Foundry выяснили, что именно 2060 Super позволяет играть в 4К при 30 кадрах в секунду, в то время как на Xbox Series X необходимо прибегнуть к уменьшению разрешения, расстоянию прорисовки или настрой графики до среднего качества, чтобы получить аналогичные 30 FPS. Тем временем энтузиасты выяснили, что покупать карту расширения пространства для новых консолей не имеет никакого смысла. Функция Quick Resume работает отлично и с внешним жестким диском. А вот в лабораториях Intel уже идет работа над семейством процессоров Tiger Lake H, рассчитанным на использование в игровых ноутбуках. Главным отличием процессоров Tiger Lake H от сородичей с суффиксом U заключается в конфигурации встроенной видеокарты. Она по-прежнему базируется на архитектуре XE, но число исполнительных блоков урезано втрое, так как такие ноутбуки будут идти с дискретной видеокартой и встройка им особо не нужна. А один из таких процессоров на днях засветился в базе User Benchmark. Каких-то результатов от этого мы, конечно же, не получили, но это первое появление Tiger Lake H в тестах. Тем временем RX 6800 протестировали в Basemark, который не славится особой популярностью, но все же видеокарта показала там неплохой результат. Запись в базе данных фигурирует под именем RX 6900, но видеокарта, которая участвовала в тестировании, это не RX 6900 XT, а RX 6800. Просто Basemark обозначает все семейство графических процессоров как Radeon RX 6900 Series. Видеокарта была протестирована на самом последнем драйвере в паре с Ryzen 9 3900X. А вот продажи Ryzen 5000 в Германии нельзя назвать сильно удачными. Один немецкий сайт провел опрос покупателей и установил, что всего 12,7 юзеров смогли своевременно получить заказанные ими процессоры AMD. Остальным либо не удалось купить процессор, либо он до сих пор задерживается в пути после оплаты заказа. А в базы данных Евразийской экономической комиссии и южнокорейского регулятора были внесены несколько неэталонных вариантов пока еще не анонсированного графического ускорителя RTX 3060 Ti в исполнении компаний MSI и Zotac. Такая находка в очередной раз подтверждает скорый анонс этой видеокарты. В базе данных содержится информация о подготовке к выпуску компанией MSI моделей в исполнении Gaming X, Ventus 2X и Ventus 3X. Но интересно, что в том же списке значится некая новая серия под названием Twin Fan. Такое же название серии использовалось ранее компанией Inno 3D. А вот в базе южнокорейского регулятора была обнаружена модель RTX 3060 Ti Twin Edge от компании Zotac. Такая модель получила тот же дизайн, что и старшая RTX 3070. Тем временем компания EVGA официально представила видеокарты RTX 3090 и RTX 3080 серии Hydra Copper и Hybrid. Все новинки данной серии оснащены водоблоком полного покрытия, отвечающими за охлаждение графического процессора, памяти и подсистем питания графических ускорителей. Сами водоблоки всех моделей серии Hydra Copper имеют подсветку и оснащены бэкплейтом. А уже в декабре команда XDO организует на площадке Indiegogo Go программу по сбору средств для выпуска миниатюрного компьютера Pantera Pico PC, построенного на аппаратной платформе Intel Gemini Lake Refresh. Такое устройство заключено в корпус с миниатюрными габаритами, благодаря чему без проблем помещается на ладони. А цена Pantera Pico PC на краундфандинговом этапе составит около $130. А вот Альянс решений телекоммуникационной отрасли на этой неделе объявил, что Apple присоединилась к отраслевой группе NextG Alliance, которая в ближайшее десятилетие будет работать над продвижением сотовых сетей 6-го поколения. Сообщается, что NextG Alliance призван заложить основу для динамического развития в Северной Америке будущих поколений мобильных технологий. Он назван в честь своей главной цели – обеспечить превосходство Северной Америки на пути эволюции 5G и развития 6G.
И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!